И я напоминаю, что есть второй канал «Неразгаданные тайны» с не менее интересными историями. Ссылка в закрепленном комментарии. Тревор Дилли родился в ирландском городе Нейс. Он был довольно высоким парнем, выше 180 сантиметров, с рыжевато-светлыми волосами и своеобразной походкой. При ходьбе его руки никогда не двигались и всегда оставались внизу, располагаясь по швам. Он был спокойным подростком, не особо спортивным или преуспевающим в школе. В принципе, точно таким же, как его старшие братья и сестры, да и как большинство детей. Среди школьных предметов Тревору очень нравилась математика. После окончания школы он опять же, как и многие, не знал, чем хочет заниматься по жизни. Он попытался изучать бизнес в технологическом институте Уотерфорд, подрабатывал после занятий в супермаркете, но уже на втором курсе решил, что это не его, и бросил учебу. Благодаря своей старшей сестре Мишель он поступил на компьютерные курсы в Дублине. В эту тему парень окунулся с головой. Наконец он нашел занятие, которое доставляло ему удовольствие, и в котором он был очень хорош. После окончания курсов ему поступило 3 предложения по работе. Тревор спросил совета отца, как лучше поступить. Отец посоветовал принять предложение банка, поскольку работа в банке более безопасна, чем в других местах. В мае 1999 года Тревор начал работать в Банке Ирландии. Он работал в IT-отделе в команде из 10 человек. Все сотрудники работали в одном помещении, а их начальник, Дарек Трейси, сидел в своем кабинете за стеклянной стеной. По словам начальника, Тревор был надежным сотрудником. С ним никогда не возникало особых проблем. Он хотел учиться, был амбициозен и хорошо ладил с коллективом. Тревор был очень счастлив. На его лице всегда была широкая улыбка. Никогда не злился на людей. Ближайшим другом Тревора, с которым они вместе росли, был Глен Каллен. Они познакомились в 1 классе в Нейсе. Они никогда не ругались. Ни из-за девушек, ни из-за чего-то другого. Были всегда вместе. Еще одного друга зовут Конлет Лунан. Когда друзьям было по 20 лет, парни ходили в пабы и клубы. Это было не совсем обычно для их возраста, но молодые люди предпочли алкоголь наркотикам. У них только начали появляться собственные деньги, жизнь налаживалась. Глен Каллен работал бортпроводником на дальних авиарейсах, в основном в направлениях Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Будучи сотрудником авиакомпании, у Глена был доступ к бесплатным рейсам и рейсам с большими скидками для членов семьи и друзей. Незадолго до событий, о которых речь пойдет далее, Глен устроил так, чтобы имя друга появилось в его дисконтной карте. Последний раз Глен видел Тревора в аэропорту Дублина в конце ноября 2000 года. Тогда парень направлялся на Аляску. У Тревора выдался мини-отпуск, а у Глена – билет по большой скидке. Аляска – это отличный способ отдохнуть от Ирландии. Майкл Дилли, отец Тревора, рассказал, что его сын познакомился в Ирландии с парой девушек с Аляски. Девушки учились в университете в Анкоридже. Стало известно, что перед поездкой Тревор созванивался и списывался с одной из этих девушек. В последний раз родители видели Тревора в тот же день, когда он вернулся с Аляски. Он на день заехал к родителям в Нейс, а уже на следующий день он должен был быть на работе в Дублине. Тревор рассказал родителям об увиденном на Аляске. Однако Майкл, отец, сказал, что послушает эти истории на выходных, когда Тревор приедет к ним снова. Но Тревор ответил, что на следующих выходных приезжать не планирует. Однако Тревор, должно быть, изменил свои планы, поскольку на следующие выходные, в субботу 9 декабря, он договорился с друзьями Гленом и Конлетом увидеться в Нейсе, в местном пабе. Рождественский корпоратив в банке был запланирован на четверг, 7 декабря. Некоторые сотрудники, включая Тревора, сначала отправились в ночной клуб Copperface Jacks. Затем они собрались в отеле Хилтон. В этот же вечер шел корпоратив Мишель, сестры Тревора, в Лондоне. Она не виделась с братом с самой Пасхи. Брат и сестра обменялись адресами электронной почты перед Рождеством. Сестра планировала на праздник приехать домой, подарить родным подарки. Последнее сообщение,
касалось обсуждения размера футболки Тревора. На тех выходных сестра купила в Лондоне Тревору рождественский подарок – голубую футболку Ральф Лорен. Тем временем в Нейсе Глен и Конлет выпивали в пабе. Глен решил позвонить Тревору, но из-за шума в отеле «Хилтон» они не смогли друг друга расслышать. Это было примерно в 11 вечера. Затем Тревор перезвонил Глену, но тот не ответил. Выйдя из «Хилтона», многие сотрудники банка, включая Тревора и его начальника Даррага Трейси, отправились в ночной клуб «Бак Вейлис». Согласно новостным сводкам, ночью 8 декабря 2000 года лил сильный дождь, дул северо-западный шквалистый ветер. Из-за этого в Дублине был большой спрос на услуги такси. Соответственно, улицы стали пустынными. Дарраг Трейси сообщил, что факт такого ажиотажа по поводу такси нисколько не смутил Тревора Дилли, поскольку тот регулярно ходил на работу пешком. Тревор снимал квартиру неподалеку от того места, где находился клуб, всего в 2,5 километрах. Квартиру он снимал с двумя девушками, одна из которых является подругой Мишель, сестры Тревора. Карл Пендер, коллега Тревора из IT-отдела Банка Ирландии, не пошел на корпоратив. Ему пришлось выйти на работу в ночную смену, поскольку его напарник, который должен был заступать на смену, заболел. Карл был единственным сотрудником отдела, который той ночью находился в здании банка. Так было до тех пор, пока в банк неожиданно не зашел насквозь промокший Тревор. На часах было 3:25 ночи. Я был удивлен. Вряд ли ты ожидаешь увидеть кого-то на работе после рождественского корпоратива. Когда он зашел и спросил, есть ли у меня время выпить чашечку чая, я ответил «да, конечно». Мне нужно было закончить кое-какие дела, и он ответил «великолепно, я пока войду на минутку в систему». Пока Карл заканчивал работу, Тревор подключился к соседнему компьютеру. Я точно не знаю, делал ли он что-то по работе или просто отправлял письмо. Я не спрашивал его об этом. Примерно через 10 минут Тревор и Карл отправились в столовую. Тревор пил кофе, Карл чай. Тревор прилично выпил, но я бы не сказал, что он был сильно пьян. Бывали времена, я видел его и в более худшем состоянии. Они поговорили о корпоративе и о тех, кто там находился. А затем Карл вернулся к работе. Тревор взял с работы один из корпоративных зонтов, попрощался и вышел из здания. Его друг Глен спал у себя дома в Нейсе. Обычно он клал свой мобильник рядом с кроватью, но в ту ночь его нужно было зарядить. Поэтому Глен оставил телефон подключенным к розетке внизу на кухне. Он спал и не слышал, как звонил телефон. Проснувшись утром, Глен увидел голосовое сообщение на телефоне. «Привет, Глен, не смог дозвониться. Иду домой, все в порядке, поговорим завтра». Голосовая почта была отправлена около 4 утра. Глен не мог сказать о времени точнее, поскольку удалил сообщение сразу же после прослушивания. Глена немного удивило, что Тревор звонил посреди ночи, будучи уверенным, что друг спит. Они были лучшими друзьями, но все же столь ранних звонков ранее за Тревором не наблюдалось. Последняя активность на телефоне Тревора наблюдалась 8 декабря в 4:06. С этих пор Тревора Дилли никто больше не видел и не слышал. В 2000 году камер видеонаблюдения было гораздо меньше, чем в наши дни. Но около Банка Ирландии камера все же была. Друг Тревора, Конлет Лунан, работал в телекоммуникационной компании, которая обслуживала оборудование видеонаблюдения. В то время все записи с камер писались на видеокассеты. Одни компании хранили записи с камер в течение продолжительного периода времени, другие перезаписывали кассеты через 24 часа. В последующие дни после исчезновения Тревора Дилли, Конлет и его другие друзья ходили по потенциальным маршрутам, по которым Тревор мог в ту ночь возвращаться домой, и просили организации проверить записи своих камер видеонаблюдения, особенно заострив внимание на ранних утренних часах пятницы, 8 декабря. Единственной организацией, на записях которых было что-то интересное, стал Банк Ирландии, место работы Тревора Дилли. Цикл перезаписи у банка составлял 28 дней. Еще бы чуть-чуть, и друзья опоздали, так и не увидев последнего видео с Тревором. Самое интересное, что при поиске записей постарались не полицейские, а именно друзья парня. На записях виден человек в черном. Он ждал у ворот банка около получаса, прежде чем прибыл Дилли.
Когда Тревор пришел, они немного поговорили. Через 2 минуты после того, как Тревор зашел в здание банка, к воротам подошли еще 2 мужчин. Позднее этих 2 идентифицируют как сотрудников банка. Когда Дилли выйдет из банка, человека в черном на записи уже не будет. Далее на камерах виден высокий человек под зонтом с логотипом банка, идущий по мокрой дороге по пересечению Баггет-стрит и Хаддингтон-роуд. Время записи 4:14. Члены семьи Дилли подтвердили, что на записи Тревор. Он идет в направлении своей квартиры. Примерно через 30 секунд мимо банка проходит мужчина в черном. По мнению полицейских, это тот же самый человек, что и на предыдущей записи. Эта запись – последнее изображение Тревора перед его исчезновением. Несмотря на последующие многочисленные призывы полицейских к загадочному человеку прийти в отделение полиции, идентифицировать его так и не удастся. В пятницу утром 8 декабря Тревор Дилли не вышел на работу. Начальник Тревора, Дарек Трейси, не стал сильно беспокоиться, поскольку предыдущей ночью многие перепили, и подобной ситуации следовало ожидать. Только в понедельник, 11 декабря, Дарек Трейси выяснил, что за прошедшие несколько дней никто не видел и не разговаривал с Тревором Дилли. Взволнованный, он пошел в отдел кадров и сказал: «У нас проблемы. Парня не удалось найти. Что делать?» Затем началась серия звонков по всему Дублину, Нейсу и прилегающим территориям. Семью и друзей Тревора уведомляли о том, что он исчез. В первую очередь позвонили Энн Дилли, матери Тревора, в их семейный дом в Нейсе. Она, в свою очередь, позвонила мужу Майклу. После звонка Майкл поехал на квартиру Тревора. Выяснилось, что друзья не видели его и не слышали о нем с четверга. У Майкла не было ключей от квартиры сына, и никто не открыл дверь, когда он позвонил в дверной звонок. После того, как мать позвонила старшему сыну Марку, он решил приехать в Нейс. Ему пришлось оставить дома свою жену, которая была беременна их первым ребенком и находилась на 3-м месяце. Это был первый внук Майкла и Энн. Уезжая, Марк понятия не имел, насколько оставляет жену одну. В итоге Марка Дилли не было дома более 2 месяцев. Когда Марк приехал в родительский дом, мать и отец были дома и не представляли, что же им делать. Посовещавшись, они приняли решение, в первую очередь, подать заявление в полицию. Гленн и другие друзья Тревора вместе с Майклом отправились в полицейский участок. Энн осталась дома на телефоне. Тем временем Марк поехал в Дублин. В городе уже стемнело, но на улицах был аншлаг, поскольку на следующий день в городе ожидался приезд тогдашнего президента США Билла Клинтона. Поиски брата Марк начал с клуба Copperface Jacks. Предположив, что Тревор мог вернуться туда, брат спрашивал, не видели ли сотрудники клуба на выходных валявшихся неподалеку людей. Затем он пошел пешком в направлении квартиры Тревора. Он заходил в переулки и подворотни, осматривал укромные места и заглядывал в мусорные баки, готовясь увидеть самое страшное. Он разговаривал со службой охраны посольства США. Охранник сказал, что в связи с приездом Билла Клинтона все мусорные баки были опустошены на выходных, все укромные места были проверены, и что Марк тратит свое время, надеясь найти то, что упустили они. В понедельник, 11 декабря, Мишель Дилли, сестра Тревора, находилась в Лондоне, дома у друзей, когда ей позвонила мать и сообщила страшные новости. Она прилетела домой следующим утром, купив билет на самый первый рейс. Хотя были известны последние действия Тревора, родных удручал тот факт, что они начали поиски почти на 4 дня позже. Родные расклеили сотни ламинированных объявлений, раздали тысячи листовок, ходили из одного дома в другой, заходили в пабы, клубы, рестораны, останавливались на пересечениях улиц, разговаривали с бездомными и смотрели записи с камер видеонаблюдения. Они отрисовали на карте все возможные маршруты от клуба до дома Тревора. Они проделывали все это день за днем, ночь за ночью. Дублинцы весь декабрь наблюдали лицо Тревора, смотрящее на них с бесчисленных столбов города. Некоторые листовки были приклеены к столбам на протяжении многих месяцев и даже лет, пока окончательно не были испорчены осадками. Никто не хотел быть тем самым человеком, который посмел сорвать листовку с информацией о пропавшем без вести. Позднее полицейские хвалили чрезмерную активность семьи Дилли в
попытках раскрыть тайну исчезновения Тревора. Во вторник, 12 декабря 2000 года, через день после того, как Тревор был объявлен пропавшим без вести, водолазы провели поиски дна Гранд-канала. По словам Марка, это было то самое место, где могло случиться несчастье с его братом. Он со своими сестрами и друзьями стоял на берегу, пока водолазы работали в воде. Полицейские не нашли в этом канале ничего. Даже того самого зонта, который Тревор захватил в банке. Полицейские не надеялись обнаружить в канале какие-то следы. А немного позже была обнаружена видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой было видно, как Тревор пересекает канал и идет дальше. Пропал не только Тревор. Пропали и все вещи, которые были при нем в тот вечер. Зонт, плащ, мобильный телефон, бумажник. На выходных, когда пропал молодой человек, его сестра позвонила на его сотовый примерно раза 4. Она еще не знала, что брат пропал. Она говорила, что телефон какое-то время звонил, но потом просто отключился. Эксперты в области связи сообщили, что если бы телефон оказался в воде, то сигнал не смог бы пройти сквозь толщу воды. Двое сотрудников ирландской полиции отправились на Аляску, в Анкоридж, куда летал Тревор незадолго до исчезновения. Они пообщались с молодой девушкой, к которой летал Дилли. Сестры Тревора, Мишель и Памела, также посещали Анкоридж в разное время, чтобы узнать хоть что-то о своем брате. Но ни сестрам, ни детективам не удалось добыть хоть сколь-нибудь ценную информацию. Марк находился в Дублине с 10 декабря 2000 года по 22 февраля 2001 года. Все эти дни он непрерывно искал брата, но не удалось найти ни единого его следа. Он надеется однажды получить ответы. Хорошие или плохие, это не важно. Неизвестность хуже всего. Майкл Дилли, отец Тревора, в течение полугода после исчезновения сына работал на полставки, а все свободное время посвящал поискам сына. Окна его офиса выходят как раз на тот канал, рядом с которым последний раз видели Тревора. И эта картина каждый день напоминает ему о его потере. Майкл и Энн Дилли тешат себя надеждой. Это очень важно. Вы должны во что-то верить. У вас должны быть силы подниматься каждый день. Родители надеются, что кто-нибудь, когда-нибудь все же вспомнит о ранних часах пятницы 8 декабря 2000 года и поможет разгадать тайну, что же случилось с их пропавшим мальчиком. Лишь спустя 12 лет, 23 декабря 2012 года, Майкл Дилли, отец Тревора, дал подробное интервью одному из изданий по поводу исчезновения его сына. Это было первое интервью, в ходе которого была предоставлена детальная информация по делу. Постепенно интерес к делу угас, и в конце концов оно было закрыто. Однако в декабре 2016 года, спустя 16 лет, было открыто новое дело. Полицейским удалось повысить разрешение видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые они опубликовали в апреле 2017 года. Человек в черном, который прошел после Тревора Дилли к мосту, был тем же самым человеком, с которым он разговаривал у ворот банка. Тогда же было предложено вознаграждение за любую информацию по делу в размере 100 тысяч евро. В августе 2017 года Гарда Шихана, полиция Ирландии, начала поиски на участке площадью 3 акра в пригороде Дублина Чейплизоде. Это примерно в 8 километрах от того места, где Тревора видели в последний раз. Информатор утверждал, что Тревор был убит в ночь исчезновения преступником из дублинского района Крамлин. Его имя известно полиции. Банда, членом которой он являлся, занималась продажей наркотиков и проституцией в районе исчезновения Тревора Дилли. В отношении этой же банды проводилось расследование по поводу причастности к убийству проститутки в июне 1998 года. Информатор сообщил, что Дилли и его предполагаемый убийца не знали друг друга, и это была случайная встреча. Однако 6-недельные поиски не принесли результата. Хотя во время обыска у этого человека были обнаружены наркотики и оружие, следователи пришли к выводу, что члены банды не причастны к этому делу. В итоге Гарда свернула поиски в сентябре того же года, сказав, что они не нашли дополнительной информации, которая помогла бы раскрыть тайну исчезновения Тревора Дилли. Мишель Дилли, старшая сестра Тревора, рассказала,
что помимо неизвестности о судьбе брата, самым страшным для нее и ее семьи было столкнуться с теориями и дикими предположениями интернет-экспертов и диванных критиков касательно того, что могло случиться с ее братом. Несмотря на все усилия семьи и друзей Тревора Дилли, а также правоохранительных органов, его исчезновение до сих пор остается неразгаданной тайной.